Всем привет. Начался там эфир. Всем привет, привет, всем привет, кто заходит. Я сегодня проспала, так что прошу прощения. Меня вырубило прямо перед эфиром. Вот. Так что я уснула. Я не знаю, почему меня все время перед эфиром вырубает просто. Я просто засыпаю. Вот. Сегодня у нас будут подсказки. Подсказки бесплатные. Пишем слово подсказки или подсказка. И я дам на картах подсказки. Сейчас свечку зажгем. Свечку зажгем, чтобы все плохое у вас сгорело, чтобы все было хорошо. Да, так сделаем. Поставила сюда свечку. Все будет хорошо у вас. Ирина, добрый вечер. Даргрейн, здравствуйте. Я уснула, девчонки, просто прошу прощения. Я не знаю, прям что-то так устала что-то. Я уже думала переносить эфиры на пятницу, думала, может быть, в пятницу вечером, а в субботу уж усну так усну. Не знаю, меня прям вырубает по субботам. Вот. Сейчас будем смотреть подсказки. Ой, я сегодня делала по предназначению расклад. Сама, в общем, придумала, смотрела, что получится. Много разных профессий придумала. И вот смотрела, карты раскладывала. Было интересно. Вот, но это время надо. Да не, мы не разбудили. Это я сама встала. Я сама встала такая, я даже во сне думала про эфир, когда уснула, и думала, как бы его не пропустить. Во сне спрашивала время, мне говорили, что всего 6 часов. Я думаю, 6 часов еще время есть. Проснулась такая, сколько время? Время уже 11. Я даже во сне думала про эфир, что у меня же эфир, мне надо успеть. Вот. Да, усталость накапливается за неделю, да. Давайте будем смотреть подсказки. Так, Ирина вам. Для Ирины сначала. Подсказка для Ирины. Смотрим. Так, забудьте о страхах и сомнениях. Вот, забудьте о страхах и сомнениях. Да легко, да? Забудем, тут же. О страхах не надо сомневаться. Для Ирины смотрим подсказочка. Попробуйте понять, в чем ваша сила. Используйте это. В чем ваша сила? Обаяние, очарование, настойчивость. Так, смотрим для Ирины. Смотрим подсказочка. Вы не похожи на других. Даже не думайте меняться. Это и хорошо, что не похожи. Все мы не похожи. Так, для Ирины смотрим подсказочка. Уйди в себя. Ой, тебе просто нужно время побыть в одиночестве, и ты знаешь почему. Что-то вам надо там разобраться внутри. Или отдохнуть. Ой. Послание из будущего для Ирины. Смотрим. Послание такое. Ты забыл что-то важное. Ты еще успеешь все исправить. Вот, что-то вы забыли. Какое-то дело, может быть, что-то нужно сделать. Вспомните там. Нет, в духовке у вас там ничего не стоит. Не забыли. Ирина, интересно, да. Такие подсказки. Я не знаю, что вы забыли. Я сама даже не знаю. Вот, что там такое. Витаминку принять, может, забыли. Вы сегодня все витаминки выпили? Поздравить кого-то с днем рождения, может быть. Вот. Аннет, добрый вечер. Сейчас у нас Ирина, спасибо, что пришли на эфир. Так, сейчас будем для Даргрейн. Да, вам тоже спасибо, Ирина. Даргрейн, смотрим. Даргрейн. Даргрейн, вам нужны подсказки, напишите. Вы не написали про подсказки. Здесь, сейчас посмотрю. У вас донат. Ой, нет, донат не у вас, донат у Аннет.
Анет, давайте. Даргрен, если нужны подсказки, напишите подсказки. Вы не написали, поэтому я не знаю. Незнакомка, здравствуйте. Можно подсказки для Оксаны? Можно. По очереди сейчас подойдем. По традиции желаю прекрасной недели, наполненной интересными делами, приятными эмоциями. Спасибо, Ирина, большое. Спасибо вам тоже. Прекрасной недели. Пусть у вас все получается. Пусть удача будет на вашей стороне. Вот. Спасибо, что на эфирчик приходите, Ирина. Спасибо большое. Давайте сейчас тогда посмотрим по очереди у нас Анет. Да. Но не написала, да. По очереди. Давайте, да, Анет, сначала подсказки, потом вопрос, да? Чтобы было. А потом, Даргрей, напишите, если нужны подсказки. Я уже мешаю, в общем. Анет, для Анет подсказка. Подсказка, смотрим. Мечтайте и действуйте. Ваше желание обязательно сбудется. Ну-ка, мечтайте, настройтесь. Не хочет настраиваться. Ну, в общем, тут видно. Мечтайте и действуйте. Ай, я как-то смотрела на картах, я думаю, когда же это будет? Скоро будет. Думаю, когда? Вот так вот. У них вопрос, время обтекаемое, такое время. А для нет смотрим. Неизвестность пугает, а зря. Настройтесь на хороший исход. Удача на вашей стороне. Видите, не бойтесь неизвестности. Удача на вашей стороне. Супер. Для Анет смотрим. Освободите проблему от эмоций. Останется просто ситуация. Если так подумать, то вроде бы когда, да? Для Анет смотрим. Не ной. Нет смысла сидеть и ныть. Это ничего не изменит. У тебя хватит сил, чтобы изменить этот мир. Так делай это. Вот, тут такая ответственность у вас. Целый мир надо менять. Вернее, не надо, а можно. Так не настраиваться только. А вот. У вас столько всего, даже целый мир можете изменить. Что-то можете такое поменять. Потому что все зависит от нас, да. Мы сами выбираем, когда что произойдет. Когда готовы принять, тогда и происходит. Да, кстати, да. А то мы можем отказаться, если придет что-то в нашу жизнь быстрее, мы можем даже от этого отказаться. А нам надо так, чтобы мы это оценили, чтобы мы это приняли. Кайфанули, короче. Все вовремя надо. Да. Анет, смотрим. Послание из будущего. Эти трудности временные, скоро все наладится. Наберись терпения. Эти временные трудности. Если какие-то трудности у вас, то они временные. Вот, смотрим донат. Для Анет смотрим донат. Его мысли. Его мысли о вас сейчас. Ну, смотрите, какие мысли. Он очень часто вспоминает время, проведенное вместе, когда вы рядом. Прошлое вспоминает. В прошлом. Когда вы были вместе, когда вот самые счастливые моменты вашего прошлого постоянно вспоминает. Вот как влюблен. Чувство любви, влюбленности такое вот. Кубки, это же любовь. Спасибо за подсказки. Вам тоже спасибо. Ну да, и говорит, да, вот. Он сам вышел, он очень серьезный мужчина, структурный такой, очень умный. Для него вы маленькая девочка, которой нужно заботиться. Он вас любит, обожает. И вот его мысли, что вас нужно защищать, он постоянно вспоминает о вас, постоянно думает о вас, прошлое вспоминает очень часто. Вот вы в его мыслях в самом лучшем, не знаю, таком виде своем, самые лучшие моменты постоянно вспоминает, очень скучает. А не получается оплатить донат, ошибка выдает. А вы можете мне давайте я напишу в Телеграме, напишу номер телефона Даргрейн вам. Где вы там в Телеграме? Напишите мне какое-нибудь сообщение в Телеграме. Вы сегодня, Даргрейн, вы сегодня писали про эфир?
Я вам могу ответить попозже. Да, Анет, часто замечайте, что его мысли равны, что ваши мысли равны его мысли. Вы чувствуете друг друга на расстоянии. Просто. Это же хорошо, когда у вас мысли... Вы даже можете на расстоянии разговаривать. И он вас чувствует, и вы его чувствуете. О, что еще он думает? Он думает, что он не упустит своего шанса. Если предоставится какая-то возможность, он ею воспользуется. Ну, он очень серьезный тут выступает прям. Он как-то не хотел бы, чтобы его беспокоили. Он не хотел бы, чтобы вы все знали. Вот. Не хотел бы, чтобы вы, может быть, смотрели про него, потому что он такой серьезный мужчина. Вот. Он ждет какого-то шанса, чтобы воспользоваться, чтобы пойти в новое легко. Вот. Он ждет, чтобы вот возможность новая появилась, да, как будто кто-то должен помочь. Вот. Чтобы это произошло, чтобы эта возможность. Вот он ждет. Сам он может создать возможность, ради вас он сделает все, что угодно. Смотрите, то, что касается вас, тут полностью он просто весь в любви к вам. У него чувство переполняет, видите, как кубок переполняется, вот так его чувство переполняет к вам. Он вас любит, обожает, вы для него очень значимая женщина. И все ваши капризы для него, это в радость, это в радость. Он вас любит такой, какая вы есть. Вот. Вы можете капризничать с ним вообще без проблем. Он такой мужчина, что он вам разрешит все. Он будет себя вести как настоящий мужчина, строгий такой, да. Но вам можно все. Телепатия, так и общаемся, да. Что бы он хотел вам сказать? Слушайте, он бы хотел вам сказать, что он хочет быть с вами вместе, честно, открыто, ничего не скрывая. Вот. Он будет верен вам. Хотел бы сказать, что он вас очень-очень сильно любит. Хотел бы семью бы с вами, счастливую, чтобы вы жили спокойно, счастливо, радостно, чтобы у вас были такие счастливые моменты вот всю жизнь, чтобы вы были счастливы вместе, наслаждались друг другом и тем, что вы рядом. Вот он этого хочет. Хочет, чтобы открыто все было. Он с вами честен, открыт полностью, ничего не скрывает. Он хотел бы вот это вам сказать, что вот он хочет с вами семью, что вы для него очень ценны. Думает о какой-то поездке, да, ну, возможно, к вам приехать или переехать. Это касается, да, то, что он далеко сейчас, на расстоянии, ему вас не хватает, и он постоянно думает о какой-то поездке и о возможности приехать. О дороге думает очень часто. Хочет резко, неожиданно, чтобы все поменялось, чтобы вот, чтобы воссоединиться с вами. Скучает очень. Очень думает, видите, чтобы приехать, быть рядом всегда просто. Когда вы на расстоянии, он постоянно думает о том, как вернуться быстрее, как вот вы встретитесь, вот. Об этом думает, о вашей встрече. Он хотел бы сделать сюрприз, чтобы приехать намного быстрее, чем вот, чтобы вы его долго не ждали, да, намного быстрее, чем планирует. Да, хотел бы, чтобы вот, хотел быть настоящим мужчиной, вот он хотел бы победить всех врагов, огородить вас от всех неприятностей. Вот, чтобы вот он был главный, так хочет. Что он все возьмет на себя, говорит. Я все возьму на себя, все заботы, все, что со стороны мужчины положено, он готов брать за вас ответственность, готов делать вот то, что должен делать мужчина. Заботиться о вас, вкладываться в вас, да, строить стабильные отношения, дать вам то, что вы хотите. Здесь прям все, кстати.
Что он хотел, чтобы ушло? Он хотел бы, чтобы ушло то, что вы одна. Вот чтобы он хотел, чтобы вот ушло в прошлое, так это вот ваше одиночество без него, чтобы вы были без него, вот он это хочет оставить в прошлом. Что нельзя вас оставлять одну надолго. Не хочет, чтобы вы были одна. Он хочет, чтобы это все осталось в прошлом, в будущем вы были вместе. Чувствует ли он, когда вы о нем думаете? Ну, он не всегда чувствует, он, знаете, он занят работой, он как чувствует, время от времени, я бы так сказала, потому что в основном он занят работой, в основном все его мысли о работе, и вот он время от времени, да, разрывается между работой и вами, вот. Не всегда он ощущает, когда вы о нем думаете. Вот, как будто вот он, когда загружен работой, когда немножко отпускает, да, он думает, чувства нахлынули. То есть, когда он на работе, да, чувств нету, потому что он в основном погружен. Он такой вот, как настоящий мужчина, у него цель, и вот он четко сосредоточен на работе у него в основном. А когда помимо работы, да, он постоянно думает, хочет вам написать, сказать приятные слова, что-то вам хочет все время сказать, как у него дела, как у вас дела, хочет спросить. Вот. Он вот такой. Мужчины же не такие, не сильно уж многозадачные, как женщины. Он, если сосредоточен, он хочет сделать работу хорошо. Поэтому тут потом, когда переключается, все мысли о вас. Да, Даргрейн, можно сюда вопросы, вы мне переведете, я вам могу написать номер телефона даже в этом. Сейчас я на это отвечу. Номер телефона в Телеграме. Все, Анатолий, больше. Что-то еще он хотел бы вам сказать? Хотел бы вам сказать, что нужно отдыхать и ему, и вам. Находите время на отдых. Тут уже все. Да. Заботьтесь о себе. Если вы будете болеть, он будет расстроен. Поэтому заботьтесь о себе. Кстати, он о себе тоже заботится. Нужно находить время отдыхать. Нужно находить время, чтобы наполняться. Вот находите время, чтобы отдыхать. Не загружайте себя. И он тоже хотел бы отдохнуть. Здесь так. Он очень много думает. Ну, здесь все он уже сказал. Да, он сказал уже все тут. Ради вас он готов на многое, готов жертвовать всем, чем угодно, своим временем, да, своим вот чем угодно. Вот ради вас он готов на многое, да. Хотел бы отдохнуть, хотел бы встретиться, воссоединиться и уже отдохнуть хотел бы, чтобы вы отдохнули. Хотел бы, чтобы ваша мечта сбылась. Да, все тут. Подождите. Время ожидания скоро закончится. Время ожидания закончится. Он вам сообщит какую-то приятную новость. Вот что-то такое вам расскажет. В общем, тут вот так вот. Так, сейчас подсказку. Да, надо вместе уже отдыхать. Он бы хотел бы, чтобы ваше одиночество закончилось без него. Это то, что вы далеко одна, и он далеко, и вы одна. Он хотел бы уже, чтобы это все прекратилось. Ему не нравится, что вы одна без него. Он хотел бы вместе быть, конечно, и отдыхать, и время проводить, все на свете. Просто вместе, как одна большая семья там, да, вот хотел бы вместе. К вам под крылышко, и вы под его крылышко. Для Анет подсказка вам. Смотрим. Время сделать передышку и набраться сил. Да, видите, здесь вот нужно отдыхать. Находите время, чтобы отдыхать. Заботьтесь о себе. Вот, так что спасибо большое, Анет. Сейчас дальше посмотрим. Сейчас я просто... меня нету на этом. В фокусе нет. Все, я в фокусе. Все, я Даргрейн, чтобы не переключаться туда-сюда.
Теперь могу читать, читать сообщения. Номер телефона. Даргрейн, в Телеграме вы мне сегодня писали, да, что сегодня будет эфир или нет? Сейчас если вы писали в Телеграме, это же вы писали, я вам могу ответить. Ага, тут вот так вот отвечает, да? А вы вроде как, если это вы, то вы знаете мой номер телефона. Да, ну, в общем, номер телефона я не пишу вам тогда, или сейчас пишу. Вы тут, ну, вы знаете мой номер. Хорошо. А то я думаю, я сейчас в чате-то не напишу. Ну, тут, по-моему, нет, не даст написать. Сейчас посмотрим. Посмотрим ваш вопрос. Ох. Мысли, чувства, действия по отношению к вам. Так, какое-то сообщение, известие можете получить от него, кстати. Ой, карты выпадают. Опять 2 раза сообщение. Какое-то сообщение можете, что-то, известие какое-то можете о нем узнать. Я не знаю, чего это касается. 2 раза выпала карта. О его будущем, о его действии. Какие-то изменения у него происходят. Вы как-то об этом узнаете. Его что-то не будет устраивать насчет работы. Угу. Какие-то изменения в работе, возможно, вы об этом узнаете. Я не знаю почему, что-то касается его какой-то информации. Так, нам надо мысли, чувства, действия. Фармана по отношению к Дарье. Его мысли. Мысли Фармана по отношению к Дарье сейчас. Ой, его мысли, он расстроен, его что-то не устраивает, он недоволен, разочарован чем-то. Такие у него мысли. Вроде бы, знаете, вроде бы и там расстраиваться не должен он был так, но вот он расстроился, что-то его не устраивает. Хотелось бы больше, не знаю, идеала для него, что-то такое хотелось бы, чтобы было немножко получше. Его что-то не устраивает, что его не устраивает. Прошлое какое-то ваше, не знаю, общение его не устраивает. В прошлом как что-то у вас такое случилось, в ссоре расстались же, да. И вот в мыслях ему очень вот эта ссора не понравилась, он очень недоволен. У него к вам чувство есть, но он очень недоволен, как произошло общение, вот эта ссора, то, что вот произошло. В мыслях он думает об этом, он не забыл, и ему не понравилось, как это, что там произошло. Возможно, он что-то хотел вам доказать, поэтому произошла ссора. Вы думали со своей стороны, мужчина со своей стороны, это как 2 точки зрения. Вот. И он решил вам доказать тем, что начал ссориться, решил даже прерывать отношения, скорее всего, он это сделал. Угу. Засрались в хлам. Блин, ну вот в мыслях он вспоминает об этой ситуации, ему не понравилось, что это произошло, что вы так поругались. Так. Слушайте, а в чувствах он хотел бы приехать и еще раз с вами поговорить. Опять же, про какое-то сообщение, что-то вам хотел бы сказать. В чувствах он хотел бы вас завоевать, как-то вот доказать вам то, что он вам не доказал, и много еще чего вам сказать хотел бы. В чувствах есть к вам страсть, и, знаете, такое желание завоевать. Желание завоевать, и чтобы вы поняли его точку зрения. Выйдет ли он на разговор? Нет, пока не выйдет. Он пока не выйдет. Он закрылся полностью, говорит, нет, не хочу больше, нет.
Вот, он потому что думает, что если вы опять начнете говорить, то опять все к этому же и вернется. Да, ничего хорошего не получится из разговора, он считает. Опять вы поругаетесь, поссоритесь, опять не придете к единому мнению. Поэтому он думает, не стоит говорить. Хоть он и хотел бы в чувствах, вот, на своих эмоциях, хотел бы вас завоевать, доказать вам, и тут и страсть, желание есть, хотел бы поговорить, но не будет пока, не будет. Не будет говорить, потому что думает, то же самое получится. Результат будет такой же. Вот. Не устроит его результат. Вы ругаетесь. А что он будет делать-то на самом деле? Типа он сам решит закончить или начать. Он сам, ну тут он такой весь прям важный, что ты прям... Он сам решает, закончить или начать, и будет пока что от вас закрываться. Он будет охранять свое пространство, чтобы туда никто к нему не попал. Вот, не будет ничего пока вам говорить, не будет никак проявляться. Тут как будто зависит от него. Вот он обиделся, он там расстроился, и все, он закрылся. Вот здесь вот так вот. Ну скажи уже, скучаешь ты или нет? Он, знаете, он не то, что скучает. Он зол еще на вас, он зол на вас и не хотел бы, чтобы вы знали, скучает он или нет. Потому что считает, что вам там не скучно. И как бы чего это он должен скучать, если вам не скучно? Он не хочет, чтобы вы об этом знали. Ну давай же, ну скажи нам. Ну здесь у вас, конечно, да. Здесь как будто вы подрались, как два котенка, и он обижен и ушел. Вот здесь вот так вот. Ну вот. Как будто между вами такая стычка, конечно, получилась. Он проявится сам в будущем, просто надо подождать, и притом немало, потому что сейчас он не готов общаться. Потом он проявится снова, через какое-то время он проявится, но не скоро. Опять заявится, что-то даст о себе какую-то весточку, что-то скажет, ну как он проявится. Да, потом проявится, люблю, скучаю, жить не могу, давай там... Остыть он должен, понимаете, остыть. У него еще вот это все бурлит внутри, он еще вспоминает вот об этой ссоре. Поэтому ему тяжело сейчас как-то. Тяжело с вами восстановить вот это все обратно. Не хотел, чтобы вы видели его чувство привязанности к себе. Вот. А когда как он будет действовать, когда решит все восстановить? Он резко, неожиданно захочет, с ревностью, конечно, и с любовью. Он нагрянет к вам и скажет, что вы очень привлекательны. Он не хотел бы с вами терять связь, да, то, что он постоянно думает о вас. Вы такая женщина, от которой невозможно отказаться. То есть он немножко его отпустит, и он опять проявит свои чувства, скажет много нежных, ласковых слов. Может, конечно, еще что-то такое резкое сказать, неожиданное, да, но слова любви тоже будут. Да, вы еще восстановите отношения, он еще проявится, здесь еще не конец еще. Он еще проявится, но не скоро. Он очень такой обиженный, такой весь, такой вот. Вот. Апреля день рождения, напишет ли он в апреле вам? Тут зависит от ситуации, тут как повернется судьба, видите? Тут может и да, и нет, тут как повернется. Как повернется колесо фортуны у нас? Ну, на работе вас точно поздравят. А он-то поздравит? Ну, да, он может вас поздравить. Он, кстати, что здесь нет? Знаете, он может, здесь есть шанс, что он вас поздравит, как будто у него будет такое состояние легкости, и захочется ему это сделать. Здесь он может, да, но с другой стороны, здесь, не знаю, если он решится на это, здесь он может как решиться, так и не решиться. Как будто он чем-то должен поступиться внутри, такое вот, не знаю.
Блин, нет, точного ответа нет, напишет или не напишет на день рождения. Видите, он будет стоять перед выбором. И вот в какую сторону его переклинит, как сказать. Ну давай, скажите нам, что там знать-то. Интересно. От его обстоятельств зависит почему-то. Опять. Что сделать? Вы смотрите, что сделать, чтобы он вам написал? Вы просто наслаждайтесь жизнью, вообще о нем не думайте. Здесь как бы нет, ничего вы сделать не можете. Напишет или нет, опять же, карта выбора. И здесь карта выбора написана, и здесь карта выбора. То есть любовь, чувство есть, и вот в какую сторону его переклинит, это, то есть он на себе будет зациклен или подумает все-таки о вас. Как будто он какую-то жертву должен принести, что вот типа он признает свою ошибку, не знает, он не хотел бы, чтобы вы знали о его чувствах, потому что как будто вы можете его контролировать немножко, то есть как будто вы знаете, что вот он вам, что вы ему нравитесь, не хотел бы сдавать позиции. Карта выбора и тут выпадает. Туда-сюда, да. Вот опять выходит, и здесь тоже эта карта. То есть, если он будет в хорошем настроении, если он решит, видите, здесь тоже по солнышку, да, и если он отпустит вот это внутри себя, да, то вот он напишет. У него тут просто, тут и ревность, и какой-то самообман, и внутри у него что-то там творится, да, и вот он должен все это отпустить. Он сам себя что-то накручивает, и все пустит. Да, тут он сможет вам и написать, и поздравить, и даже может тут и букет цветов быть. То есть, если его отпустят, тут все нормально может написать. Но отпустит ли его, не знаю к этому времени. Он думает, вот именно, что он как этот, болтает его туда-сюда. Нет, и главное, вы тут сделать ничего не можете. Тут от вас не зависит ничего. Даже если вы ему будете писать или как-то с ним свяжетесь, он все равно будет думать. Все равно такое вот туда-сюда, непонятно чего. Я еще ничего не решил, я не знаю, подожди, такой вот какой-то. Ну нет, здесь нет стабильности, тут пока нет определенности. Ну вот, не знаю, надо, чтобы его отпустило как-то. Но пока он очень обижен, прям очень. Все пошло не так, как он хотел бы. Вот, поэтому непонятно здесь. Такой человек, нет точного ответа. Он очень активный, очень много чего хотел бы. Хотел бы, чтобы все получилось легко. А вам и не надо писать. Ну, как бы вы можете не писать, потому что от вас в любом случае ничего не зависит. Поэтому, да, можете не писать. Угу. Нет, тут как будто, тут даже это не поможет. Что-то у него там, вот, если вот он все там решит, определиться, это он сам должен разобраться в себе. Какой-то вот он такой. Определенности нету. Но если он не определился, вы уж его не сможете никак переубедить. Он сам должен. Будет вспоминать прошлое, переваривать это. Потом будет думать о том, что он вас не хотел бы терять, как это восстановить. Он потом сам проявится. И вы будете в выигрышном положении, если он сам появится. Не надо его дергать. Подсказка для вас, давайте посмотрим. Что. Не начинайте новое пока что, не начинайте новое. Вот. Думаете, как он там, да? Живете новой жизнью. Все правильно. Так, что-то опять меня не это с фокуса выбило. Что это за безобразие? Ну-ка. Это вот камера такая. Что надо? Вот. Что-то надо было ей, этой камере.
И вам тоже спасибо, Даргрей. Спасибо вам. Да ну, он хоть и думает, но он как-то тоже живет своей жизнью. Так что тут как-то все решится. Время покажет, и он придет. Возможно, даже с цветами, не знаю, мне так, ну, почему-то кажется, что, надеюсь, он не в сообщении цветы приложит картинку цветов. Надеюсь, он хоть как мужчина подарит, елки-палки. Ну вот, как настоящий, надеюсь, мужчина, а не так, что как некоторые присылают сообщения. Там все что угодно можно прислать сообщения. И цветы, и букеты. Так, давайте. Спасибо, Даргрейн, за ваш вопросик. Спасибо, что на эфирчик пришли. Давайте сейчас я в чат вернусь и будем дальше смотреть подсказки. Дальше у нас подсказка для незнакомки, подсказка для Оксаны. Незнакомка. Так, для Оксаны смотрим. Подсказка для вас. Настройтесь на удачу. Смотрите. Такой черствый он никогда ничего не дарил, Даргрейн пишет. Он вообще, он холодный. Он, понимаете, там такие карты на него выпадали. Он структурный, холодный. Он такой, он чувства не проявляет свои. Только если он хочет манипулировать, он может проявить чувства, кстати. Он такой. Зачем он вообще, вот не знаю, потом в следующий раз посмотрим, зачем он вообще нужен. Может, он как бы нервы только мотать. В общем, настройтесь на удачу, Оксана. Смотрю же для Оксаны. Для Оксаны подсказки. Надо искать любящего мужчину, тот, который любит. А тот, кто не любит, он только пользуется вашей энергией. Вы о нем думаете, не надо думать, думайте о себе. Какая вы замечательная, какая вы красивая. И вы каждое утро все лучше и лучше выглядите в зеркале. Неважно, как вы выглядите на самом деле, но вы выглядите лучше, просто знайте. Оксана, смотрим для вас подсказочка. Ой, пришло... Так, сейчас. Пришло время избавиться от всего ненужного в голове и в жизни. Так, сейчас попробую настроить, не знаю, будет, нет. Вот такая это камера. Ну, здесь видно. В общем, смотрите, если у вас какие-то мысли в голове, делайте порядок. Если мысли в голове, что нету хороших мужчин, это плохие мысли, избавляйтесь от них. Хорошие мужчины есть. Говорите, вокруг меня всегда достойные мужчины, я нравлюсь мужчинам, они хорошие, там, да, они там, то есть притягивайте хороших мужчин. Вообще не думайте, что плохих нет. Плохие, может, где-то есть, но они далеко. Как я раньше думала, это хорошее где-то есть, да, ну, то есть идеал где-то есть, но вот где, хотя бы, да, вот где-то он есть, да, ну, и ладно, да. Думайте, что есть хорошие мужчины, что вокруг вас, но только это просто как пример. Вы думаете, если у вас есть какие-то мысли, которые негативные, меняйте их на позитивные. Пусть к вам прилипает только хорошее, пусть вокруг вас будут классные люди. Дома надо сделать порядок еще. Посмотрите, нет ли поломанных вещей, порванной одежды. Исправьте это срочно. Для Оксаны смотрим. Ой, цените мелкие радости, они куда важнее крупных. Так, камера, ты будешь работать сегодня? Что это? Ну, тут немножко видно, конечно, но не так, как хотелось бы. Да. Мелкие радости цените. Кстати, из мелких радостей и состоит вот этот комфорт жизненный, вот это вот счастье наше, наполненность, вот этот позитив. Чем больше мелких радостей, тем вы уже в это погрузитесь, и вы будете замечать, что происходят с вами хорошие вещи. Для Оксаны смотрим. Подсказка. Отпустите прошлое. Зачем ворошить старое, если можно наворотить новое? Оставь прошлое в прошлом и двигайся дальше. О, смотрите, я не знаю, почему мне пришло такое в голову.
Но если у вас были какие-то отношения, опыт какой-то был, да, где мужчина там изменяет или еще что-то, не думайте, что в новых отношениях будет то же самое. Нет, отпустите весь прошлый опыт. Это был какой-то урок, чтобы вы что-то поняли, да, чтобы вы научились ценить себя, чтобы вы, например, ушли от этого человека, чтобы вы начали ценить себя больше. Вот. Поэтому оставьте прошлый опыт в прошлом. Бывает такое, да, чтобы нам нужен этот опыт, просто чтобы насторожить ушки, так, в общем, немножко, чтобы обезопасить себя с некоторыми людьми, чтобы видеть издалека таких людей, просто не общаться, да. Вот. Ну вот у вас уже как будто это в прошлом осталось уже. Вы этого не допустите, и такого больше не будет. Из будущего для Оксаны. Ой, не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Вот, если вам нужна помощь, вы можете просто попросить. Просто сказать, что объясни мне вот это, я что-то тут не понимаю. Или там что-то еще там надо, да. Научи мне вот это вот, мне это нужно там. Вот. Подбрось там меня туда-то, туда-то, да, поехали вместе, да, давай скинемся, не знаю, что это такое. Ну, в общем, спасибо, Оксана, такие получились подсказки. Сейчас посмотрю, всем вроде ответила по подсказкам, да, давайте теперь будем смотреть 10 посланий из будущего. Сейчас я напишу. Десять посланий из будущего. Общий расклад. Можете выбрать циферку от единички до 10. Будем смотреть. Можете несколько циферок на какой-то вопрос или просто на данный момент времени подсказка. Или можете подумать о каком-то вопросе, чтобы вам подсказка была. Давайте будем смотреть. Единички. Кто загадал цифру 1? Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся, всему свое время. Здесь нужно подождать. Видите? Ну, то есть вам не отказывают, но говорят, что всему свое время. В свое время все будет. Двоечки. Кто вторую позицию загадал? Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас тебе кажется это дорого. Слушайте, ну камера мне не хочет настраиваться. Что делать? Что делать с тобой, камера? Ну вот видно. Вот. Двоечки для вас. Маленькие радости. 3. Тройки. Отпусти свою обиду, она делает тебя уязвимым. Вот это так и есть, кстати. 4. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Кому-то нужно ваше внимание. 5. Тебе нужно побороть свой страх. Только действие побеждает страх. Боишься? Действуй. 6. Кто шестую позицию загадал? Ой, кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Не доверяйте так просто, проверьте. 7. Ой, 7, а у вас тут карта выбора. Ты уверен, что выбрал правильную дорогу? Что ждет тебя в конце пути? Здесь, видите, развилка. От того, какой выбор вы сделаете, изменится дальнейшее. Все изменится в дальнейшем. Обстоятельства, ситуация. 8. Перестань это делать, ты знаешь, о чем я говорю. Я не знаю о чем. Что-то надо перестать делать. Есть на ночь надо поменьше. Перестань есть на ночь. 9. В общем, смотрите. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени, нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится. 9, у вас все получится. 10. Ой, 10, не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Так, спасибо всем. Посмотрели. Подсказки можно, Екатерина. Екатерина Коновалова пришла к нам. Ура! Давайте будем смотреть подсказки для Екатерины. Так, для Екатерины подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Отпустите. Да, не нужно переживать, накручивать.
Если это от вас не зависит, не нужно, потому что может отразиться на здоровье. Екатерина, подсказка. Не откладывайте реализацию новых идей ни на минуту. Реализацию новых идей. Какие у вас идеи есть, не откладывайте. Тут нужно действовать. Так, для Екатерины смотрим. Ух ты, выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. Смотрите, как классно. Выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать высоту. Подумайте, что это может быть. Что мешает вам идти вперед. Что тащит вас вниз. Что-то из прошлого, возможно. Екатерина, смотрим. Могут случиться неприятности. Положись на помощь друзей и близких. Ой, ну здесь не это. Это, ну, например, вы можете проспать, и тогда попросите своего друга подвезти вас на машине. Ну, то есть попросите помощи у друзей и близких, вам помогут. Что-то там такое может неожиданно случиться. Вот. Попросите, вам помогут. Все нормально. Все можно решить. Екатерина, послание из будущего. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся, больше читай. Запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Вот. Ваш ключ к успеху в знаниях. Так что изучайте новое. Это вам обязательно пригодится в будущем. Вот, спасибо, Екатерина, что пришли на эфир. Давайте будем смотреть, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Будет 3 позиции, быстренько посмотрим общий расклад. Первая позиция, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь карта ожидания. Нужно ждать, нужно не торопиться, нужно остановиться, наблюдать и продолжать делать то, что вы делали. Здесь не нужно делать ничего нового, не нужно заканчивать что-то, начинать что-то, да, как-то вот переходить от одного к другому. Нет, здесь нужно просто делать то, что вы делаете, спокойно, и что-то ждать. Здесь как будто какие-то плоды дадут скоро результат, то, что во что вы вкладывались. Двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Двоечки, вам надо кайфовать, чтобы неделя была хорошая, прислушиваться к своему внутреннему голосу, к интуиции. Вам нужно больше отдыхать. Если вас позовут куда-то на какое-то мероприятие, то обязательно сходите. Нужно больше общаться здесь, отдыхать. Что вам не нужно делать? Не нужно сильно вникать в какую-то ситуацию, не нужно давать кому-то деньги взаймы. Здесь вот так вот. Не нужно долго раздумывать. Вот так вот. Не нужно вот это все. Отдыхайте, прислушайтесь к себе. Друзья зовут гулять, идите. Развейтесь, вам нужен отдых. Троечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно хватать удачу за хвост. Какие-то предложения могут вам поступить, рассмотрите их, не отказывайтесь. То, что вам предложат или подарят, или что-то вам дадут на этой неделе, вы это заслужили, это вам подарок, это люди передают вам. Потому что вы сделали что-то хорошее, и это вот вам возвращается, что-то вам вернется хорошее, поэтому принимайте то, что приходит к вам, и не отказывайтесь. Рассмотрите в любом случае, да, прежде чем отказаться, рассмотрите. Что вам не нужно делать? Не нужно слишком много посвящать время работе. Находите время на отдых, на работу, чтобы это было гармонично. Слишком не упахивайтесь, короче, на работе. Не берите все на себя, что я сделаю, там то все. Вы команда, делаете все вместе. Вот, здесь вот так получилось. Общий такой раскладик. Еще такие карты достала. Вот. Такая колода, давно что-то не доставала, захотелось достать. Давайте посмотрим общий расклад. Да, что вам нужно делать? Это просто как ассоциации. Что вам нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы находиться в хорошем настроении, да, чтобы на позитиве быть, вот, чтобы все получалось, да, вот. Посмотрим, что вам нужно делать. Ой, смотрите, здесь вам нужно как можно чаще отдыхать. Здесь для вас очень важно выбираться на море. Ножки свои, смотрите, помочить, чтобы на песочек вы там походили по песочку, чтобы волны там, ваши ножки там намочили, чтобы вам было хорошо и приятно.
Здесь вам нужно как можно больше отдыхать, нужно замедлиться, чтобы наполниться, чтобы быть счастливым, чтобы у вас все получалось. Вам нужно время на себя, на отдых, на вот это вот на кайфуле, да, когда нужно замедлиться, никуда не бежать, и чтобы время остановилось, было только для вас, чтобы вы могли отдохнуть. Море для вас, вот песок, море, тепло для вас очень даже положительно на вас действует. Вот вам нужно больше отдыхать. Что мне захотелось по этим картам смотреть. Давайте посмотрим двоечки. Ну, вдруг кто-то в записи посмотрит. Я не знаю, почему мне захотелось еще так. Чтобы у вас все было хорошо, смотрите, чтобы быть счастливым, вам нужна гармония в жизни. Вам нужно время на себя, вам нужно заниматься, видите, такими вот видами спорта, как говорится, когда вы можете себя гармонизировать, когда вы можете быть сосредоточены на себе. Вам нужно время на себя, чтобы у вас было свое индивидуальное, личное, когда никто вас не дергает, когда вы можете заняться тем, чем вы хотите. Для вас важно заниматься вот йогой, какой-то зарядкой, да, чем-то таким для вашего физического состояния, чтобы чувствовать себя лучше, потому что если вы встаете, вот проверьте, рано утром встаньте намного раньше, в выходной даже можете так, или там во время отпуска попробовать это сделать. Вставать намного раньше. Выберите для вас удобное время. Это может быть для некоторых и 4 утра, может быть и просто утром встать пораньше. И перед тем, как заниматься своими делами, сделать зарядку, сделать йогу, там, да, вот наполниться, то есть побыть одной и сделать что-то для себя, для своего тела. У вас может измениться внутреннее состояние, вы можете почувствовать себя лучше. Для вас вот важно заниматься собой. Физическое. Можно донат на карту отправить. Доброй ночи, Светик. Можно, конечно. Можно. Напишите ваш вопрос. Да. Можно. Да. Ой, донаты что-то не работают, да, говорите сегодня? Не знаю, почему тут так. Видите, она говорит, можно просто пустое сообщение попробовать отправить, если что, да? Не знаю, почему не работает. Почему у них там не работает? Да, если что, кому надо, можете написать мне в Телеграме. Я вам скину номер телефона, если кто-то еще захочет. Так. И вопрос мне, Светик, напишите потом, да? Что-то столько всего хочется посмотреть. Так давно не доставала некоторые карты, что-то соскучилась. Ой, что здесь такое? Ой, слушайте, у кого-то может произойти скоро встреча с каким-то человеком сильным в метро. В метро, в дороге. Здесь какой-то, может быть, человек новый в вашей жизни. Может быть, по работе. Можете встретить человека нового. Может, к вам в коллектив придет новый человек, и он будет ездить на метро? Я не знаю, почему-то так получается. Какой-то ответственный человек новый может появиться. Вот мешала карты, вышло такое, что может и встреча с новым человеком у кого-то получиться. На работу прийти новый коллега. Очень сильный физически. Возможно, мужчина. А коллектив, возможно, женский, кстати. Может прийти мужчина. Он почему-то ездит на метро. В каком-то транспорте. Ага, карты еще говорят, если есть желание, то действуйте. Поддайтесь желанию. Если вы чего-то хотите сделать, создать, реализовать, не обязательно здесь в любовном плане. Здесь вот, если кто-то хочет действовать, действуйте. Я не знаю, здесь может кто-то хочет с кем-то познакомиться, кто-то кому-то нравится, да, здесь вот. Или хотите начать новое свое дело какое-то, тут говорят, действуйте. Действуйте, здесь будет успех. Да, здесь будет хороший такой успех.
Но потом будут какие-то возможные трудности. Если вы будете в партнерстве, то партнер создаст вам трудности. Такие вот. Поэтому лучше не в партнерстве, а самостоятельно власти во все это. Перспективы отношений. Сейчас посмотрим. Ой, да, девчонки, все пришло. И от Дарьи, и от Светика. Спасибо вам большое. Сейчас буду смотреть, конечно. Ой, чего вы ссоритесь-то? Чего вы ссоритесь? Ну-ка, ну-ка, не надо ссориться. Вы ссоритесь еще, возможно, потому что получается не так, как вы хотите. Происходит все, вернее, не происходит то, о чем вы мечтаете и ждете. Знаете, вы от него, возможно, что-то ожидаете, но этого не происходит. Вот из-за этого могут быть ссоры, кстати. Здесь больше вы расстраиваетесь, потому что не получается так, как есть. Как будто здесь все слишком легко. Легкие отношения. Как будто слишком легкие отношения здесь, понимаете? Слишком такие вот поверхностные, как вам кажется. Вам хотелось бы больше действий от него. Больше действий, больше вот это вот, чтобы вы были уверены в нем, вы хотите. А здесь как будто этого нет. Он как будто ничего такого не делает, вот, чтобы... Вы чувствуете себя с ним нестабильно, неуверенно. Здесь не то, что, что вы хотите. Поэтому и ссоры, конечно. Может ли он вам дать то, что вам надо? Да, он может дать вам то, что вы хотите. Он может вам дать любовь, он может вам дать движение, развитие, вот, ну, куда-то, если хотите переехать, поехать. Тут, да, он может вам дать то, что вы хотите. Но почему он сейчас? Как будто время не пришло. Как будто сейчас время вам побыть одной почему-то. Но он вам может дать то, что вы хотите. Что делать, чтобы он вам дал то, что вы хотите? Он должен что-то разрушить в себе. Он должен что-то поменять. У него может какое-то мировоззрение, или он что-то думает, или ситуация вокруг происходит. Что-то у него резко, неожиданно давно должно уйти из жизни. Что-то должно поменяться. Чтобы вот он вам это дал, у него это затык на нем. Он что-то насчет работы он ждет. Не знаю, почему показывают его работу. Там что-то по работе у него. Он что-то там ждет, какого-то результата от работы, потому что он очень вкладывается в рабочие моменты, он очень там старается, чтобы на работе все получилось. Он ожидает прибыли, ожидает отдачи, он ожидает справедливой оплаты. У него здесь как-то завязано на работе сейчас мысли. Он очень-очень старается заработать много денег. И считает, что по-честному, по справедливости он достоин этих денег. Он достоин, потому что он очень много вкладывается, очень много старается, он достоин зарабатывать много. И он ждет отдачи. По работе почему-то так и вышло. Вышло по работе. Какие у вас перспективы отношений? Ну, какие перспективы отношений у вас? Ну, мечты ваши не сбудутся. Здесь вот как будто перспективы отношений. Да, то, о чем мечтаете, почему-то не может реализоваться с ним. В ближайшее время, да, это ближайшее время. Но здесь как будто вы будете жестить здесь с ним, ну, в ближайшее время. У вас какие-то свои есть представления о том, как должно быть. И вы будете от него это требовать. То есть должно быть вот так вот. Я жду от тебя вот так вот, да. А он не может вам это дать, как будто. Он пока что не может. Он весь такой вот, знаете, он старается вроде, да, но старается здесь он больше как будто для своего чего-то. У него какая-то трансформация будет происходить. Он еще не знает, что-то в его жизни такое произойдет, что поменяет его взгляд на ситуацию, на мир, даже как-то он внутри поменяется, может, будет он воспринимать по-другому. Да.
Знаете, здесь у него какая-то фигня произойдет, какие-то сложные трудности, когда проиграет битву, что ли, потому что ему не поможет кто-то, ему кто-то не поможет, и из-за этого у него не выйдет на работе что-то, да, какая-то ситуация такая, что-то не получится, потому что кто-то его не поддержит, кто-то не поможет, кто-то подставит, что-то такое вот может произойти. И вот такая ситуация у него будет. Да, и вот у него перевернется мировоззрение. Он захочет все поменять. Какие-то принципы свои поменяет, и он вообще уйдет в себя. Будет думать, почему же так получилось? Потому что он старается, чтобы все получилось, но у него что-то не выйдет. Может, он куда-то хочет поехать, переехать, он старается, чтобы заработать деньги для своего будущего, но у него здесь какая-то будет фигня, что не получится. Видите, кто-то его подведет, кто-то подведет его. Такая ситуация его ждет. Он пока ему что-то... Ну, здесь его надо будет подать. Какая у вас перспектива отношений? Тут пока что, знаете, вы в роли жертвы, вам нужно ждать, пока он разберется со своими делами. То есть как будто вы тут не можете повлиять, потому что какие-то обстоятельства должны произойти. Вот пока он не пройдет через какие-то трудности, да, то, что должно произойти у него, должно произойти. Вот он должен через это пройти. И здесь где-то полгода еще даже вы можете быть в таком состоянии, когда ни да, ни нет, ни да, ни нет. Непонятно что, как бы вроде жду, вроде там все должно быть нормально, вроде вместе, вроде и не движется ничего, как-то вот так. Вот полгода еще будет такая белиберда. Но это как возможно, да, можно как-то все изменить, чтобы наладить все, да. Здесь можно, здесь как будто нужно прислушаться к семье. Ему что, это не вы должны делать, это он должен делать, чтобы у него не было проблем. Это все можно наладить, восстановить отношения можно, да. Ему нужно прислушаться к тому, что говорит его семья, его родные, потому что они что-то ему говорят хорошее, что-то верное говорят, правильное. Они ему говорят то, что смотри, вот как было в прошлом, посмотри на свои чувства, тут как будто... Или ему нужно восстановить отношения с кем-то, с родственников, наладить отношения. Потому что здесь какие-то хорошие отношения, хорошие советы, поддержка, может быть, от родных. Тогда у него тут начнет развиваться ситуация очень быстро. Здесь как будто это у него вот этот какой-то бардак происходит. Не у него тут никак. Это он должен решить. Пока никакой определенности. Что он вам может дать, я посмотрела. Никакой определенности. Он сам еще не определился в своем будущем. Поэтому он немножко закрыт. Он не может вам открыться, потому что он еще сам не знает, чего он хочет. Он не определился, как он хочет. У него должно что-то получиться, но у него не получается, да. Он может вам рассказать об этом. То, что у него что-то не получилось. Вот он что-то хотел, но у него не вышло это. Вы можете об этом узнать от него. А насчет семьи, он хотел бы с вами хорошие, стабильные отношения, серьезные, да, чтобы семья была хорошая, но он еще, видите, в этом сомневается, он не решился. Он как хочет, так и сомневается. Он как будто ни да, ни нет, ни да, ни нет. Вроде бы хочет, да, с вами, чтобы все было хорошо, чтобы вы никогда не ссорились, что всегда были вместе, что всегда у вас позитивные эмоции были. Но в то же время, видите, он сомневается, он еще не определился в своем будущем, он еще не решил, поэтому он такой вот. Неустойчивое положение такое у вас сейчас, неустойчивые отношения. Тут он должен определиться с чем-то, сделать выбор. Но он уже сердится, что мы тут его спрашиваем. Хватит заниматься фигней. Говорит, я решаю свои мужские вопросы. Я, говорит, серьезный человек. Хочу там, чтобы всю жизнь наладилась. А вы тут легкомысленно так.
Какое-то решение он должен принять, да, у него какое-то решение предстоит. Он что-то поменяет в своей жизни, что-то оставит позади, а что-то возьмет вперед. Но семейные ценности, семья будет в будущем у него, это да. Он просто должен решить какие-то свои вопросы. Что-то он хочет. Возможно, хочет, чтобы с финансами у него наладилось, потому что он все-таки ответственный, как если в семье, как мужчина, должен за финансы отвечать. Может, поэтому он хочет решить сначала какие-то свои вопросы, да, взять все в свои руки, чтобы у него все получилось. То есть он должен какие-то вопросы мужские решить, что-то реализовать, чего-то он хочет, какая-то у него цель есть по работе. Что-то с работой, с деньгами связано. Он хочет что-то, чтобы получилось. Вот когда вот он, у него тут не получается. Да, не получается, видите. Но получится. Или новый проект будет, или этот проект он закончит. Что-то у него, что-то будет отмечать. Нет, а с вами у него выбор. Опять же спрашиваю, а с вами там что? А с вами опять же выбор. Видите, вот тут тяжелый выбор при том. Вот этот вот он выбирает. Любовь есть, чувство есть, но он выбирает, еще свою дорогу не выбрал. И это тяжелый выбор для него. Потому что и отказаться от вас он не может. И здесь потому что чувство есть. Но, видимо, много ответственности. Он это все ощущает, поэтому немножко продумывает, чтобы все было хорошо, да. Сейчас еще на другой колоде посмотрим. Перспектива отношения. Так, а зачем он вам? Зачем он вам? Он вам как бы для любви, для чего? Зачем он вам? Для... Все нормально тут все. Чтобы вы были вместе, чтобы дарить вам любовь, он вам для этого. Пока он закрыт, пока не решил свой вопрос. Что у него просто какие-то проблемы, вот он не может, до него достучаться не можете. Перспектива отношений. Если вы хотите от него детей, то очень даже он может вам это дать, если вы хотите. Поддержка от него возможна. Перспектива, серьезные отношения возможно. Блин, насчет вот серьезных отношений тяжело, здесь ответственность надо. Как будто вы от него ожидаете больше, чем он может вам дать, опять же. Для него потому что очень тяжело соответствовать вам. Но получить вместе классное ощущение, время провести вместе, да, какое-то время быть вместе, даже можете забеременеть от него, если вы хотите, это очень даже возможно. Но пока вот у него не поменяется, у него ничего пока вот у него не произойдет что-то такое в жизни, да, серьезное, когда он поменяет свой взгляд на отношения, вообще на жизнь, да, он не выйдет на верный путь, как будто здесь так. Должно что-то произойти. А потом его выровняют. Да, он пока не сможет воспользоваться никакими шансами, ничего нового начать, пока не произойдет то, что должно произойти. Но вам говорят, подождите, время покажет, там время, со временем разберетесь. Пока что да. Пока вы будете друг от дружки, видите, на расстоянии. Не будет общения, как-то вот так вот, не очень что-то. Да, не получается, видите, быть вместе пока. Так, как хотелось бы. Здесь как будто очень медленно могут развиваться то перспектива отношений, очень медленно может развиваться ситуация, очень медленно. Хотелось бы быстрее, хотелось бы так, как вы хотите, да, но здесь очень медленное развитие. Пока что в ближайшее время, пока вот не решится у него там что-то. Перспектива отношений, опять же, он будет вам противостоять, он будет, видите, пока он не решит свою ситуацию. Здесь, знаете, как будто у вас свое представление, как должно быть, а у него свое. И он еще не понял пока, какое верное, да, что как должно быть. Он еще не понял. Он здесь как будто борется, а хочет отстоять свое. Он думает, что должно быть так. Вы думаете так. Но вы правильно думаете, потому что он еще не понимает, что
чтобы у вас все было хорошо, просто надо сделать, как вы хотите, дать вам то, что вы хотите, как будто, ну, вот, то, что женщина счастлива, и все, и тут как бы тут удача вам улыбнется. Если он будет делать так, как вы считаете нужным, потому что вы правильно от него требуете, так, как нужно от мужчины, то, что должно быть, да, хоть он вам и не подчиняется пока, вот, он еще не понимает, что вы правы. Здесь вот, как только он поймет, как только он поймет, что вы правы, да, и надо делать так, жизнь изменится в лучшую сторону, прям вот лучше. Вот у него сейчас вот то, что проблемы какие-то идут, потому что из-за неуверенности, он еще не понимает, как лучше. Но когда он поймет, что он будет вкладываться в свою женщину, и что она будет счастлива, и у него все в жизни наладится и закрутится так, что, в общем, будет все хорошо. Все, ну, то есть он еще этого не понимает. Он на работе там что-то борется, доказывает, отстаивает. Он не с той стороны заходит. Он думает как просто как настоящий мужчина, да, вот, что он должен заработать деньги. А у него не получается. С деньгами просадка просто. И не получится, если он будет думать так, как он считает нужным. Если он будет так продолжать, то у вас появятся новые ухажеры. Если он будет так долго тормозить, но вот это не переосмыслит, у вас будут новые ухажеры, да. Да, если он надолго оставит вас одну, смотрите, тут у вас, получается, будут новые поклонники. Вы выберете из этих поклонников себе другого мужчину. Ну, как бы вы можете, не то, что выберете, вы будете принимать ухаживание, просто вам будет приятно. Если он слишком надолго уйдет вот в это свое, если он не разберется, не поймет, что важно не зацикливаться на себя, вкладываться в свою женщину, он еще этого не понял. Он не понял, что дарить вам счастье, это и есть его вот это вот достаток, понимаете? Он думает, что он должен делать все самостоятельно, что вы тут ему не нужны, да, добиться чего-то, денег, чтобы заработать, да. Но здесь нифига не так работает. По крайней мере, в его случае не так работает. Он, видите, не видит, что весь затык на женщине, что нужно уделять женщине внимание. Если будет уделять женщине внимание, если будет делать то, как вы хотите, у него, смотрите, у него тут такое состояние, видите, уделяет вам внимание и делает вас счастливой, и у него вон сколько дофига, у него 2 буйвола появится, у него, то есть, машина появится, у него появится вот это вот там сено там, да, у него много будет, и вот тут вот то, что много, ну, достаток будет. Если он вас будет как бы носить на руках, тут как будто зависит от вас, у него все будет, а он не в ту сторону смотрит, он еще этого не понял. Донат, хорошо, сейчас Светику смотрим, потом донат. То есть, понимаете, тут могут быть очень хорошие отношения, тут могут быть очень классные отношения, но он еще этого не понял, он к этому не пришел. Он как мужчина думает, еще вот такой, когда вот молодой, когда еще вот он не осознал это. А вот когда до мужчины доходит, что вот весь его вот этот вот успех в женщине заложен, да, что женщина счастлива, у него будет все расти, вот, она, как вот императрица, да, приумножает, женщина приумножает, и у мужчины будет все получаться. Он еще этого не понял пока, он еще не понимает, ну, поэтому у него так вот происходит все в жизни. Не может сделать выбор, не может принять правильное решение, не знает, как лучше, вот. Совет, как с ним вести. А тут зависит от ситуации. Если он к вам хорошо открывается, то и вы к нему тоже хорошо. Здесь как будто отзеркаливаете. Отзеркаливаете. Если он вам там чего-то не договаривает, то и вы тоже. Да? То есть как будто зеркалите его. Если он там что-то захотел там что-то проманипулировать или что-то там одеялом в свою сторону перетянуть, то и вы тоже. Как будто, знаете, как будто что сделал, то и получил. Чтобы он понял, что как он, то есть как он к вам относится, так и вы к нему. Ну, здесь вот так вот. То, что если он будет жестить, то и вы тоже. Если он что-то будет говорить, какие-то свои правила там будут, то и вы тоже.
То есть по-честному, справедливо, открыто, ничего не скрывая, вот как есть, так и есть. То есть вот, дорогой, ты вот так вот сделал, ну, как бы мне неприятно, вот, я тогда пошла, да, как бы, я не хочу с тобой сейчас вот ссориться или что-то там, да, я пойду. То есть здесь как-то вот открыто, как есть, но и в то же время не давать ему спуску. То есть что он, ну, что он сделал, то и получил. Да. Здесь как-то вот так, отзеркаливать его, отзеркаливать и честно говорить о своих желаниях открыто. Если что-то не нравится, то обязательно говорите об этом, это нормально, это правильно. Не замалчивайте там. Просто можете ему объяснить. То есть, если ты будешь вот так вот действовать, то что ты получишь? Вот представь, что я так с тобой, например, да? Какая у тебя реакция? Что ты чувствуешь? Тебе там обидно, досадно, да? Вот и мне так же, да? Вот мне тоже неприятно. Как-то вот так надо с ним объяснять ему, почему вы это чувствуете. Честно ему говорить. И так же то, что скажет, я тоже так буду тебе делать. Разве тебе будет приятно? То есть давай не будем так делать, а что из этого получится? Мы опять поругаемся. А что мы хотим? Помириться. Значит, что надо сделать? Найти компромисс, чтобы двоим было комфортно, да, например. Надо как-то так вот. Еще разговаривать надо с ним. Да, объяснять. Чтобы он тоже понял с вашей стороны, что вот вы чувствуете. Сейчас для Светика подсказку посмотрим. Проявляйте активность. Проявляйте активность. Объясняйте, говорите, не скрывайте тут и вот. Да, говорите ему, что если твои действия будут такие, то мне придется защищаться, да, мне придется, то есть результат будет такой, мне придется закрываться, или там, например, мне неприятно. Ну, то есть прям говорите как есть, чтобы он понимал, что он делает и что из-за этого, то есть результат его действий, чтобы он понимал то, что я делаю-то, если я это сделаю, то она же будет расстроена, то у нее же будет вот так и так. И скажите, что если ты будешь слишком, в общем, просто ему объясните, больше говорите. Вот, спасибо вам, Светик, за ваш вопрос. Сейчас посмотрим донатик. Так, Лили, которая написала донат. Светик, и вам тоже спасибо. Лили, которая написала донат. Смотрим ваш вопрос. Так, добрый вечер, да. Что он сейчас чувствует к вам, да? Он много о вас думает, кстати. Он к вам относится по-дружески. У него чувства есть. Но Так, может ли что-то вырасти из дружеского, да? Рабочие моменты какие-то. В общем, в чувствах он очень много думает о вас. И очень, знаете, очень приятно думает. Вы для него как очень хороший друг, очень такой, знаете, человек, которому можно все рассказать. Он вам очень доверяет. Вот. Он очень открыт, доверяет. Чувства есть чувства. Вот я хотела посмотреть, здесь они могут перерасти, да, в что-то такое серьезное. Но здесь, говорят, здесь можно рабочие моменты вместе решать, здесь можно что-то реализовывать новое, здесь можно что-то творить такое, из чего может получиться хороший результат. Здесь почему-то завязано на работе, на дружбе, на какие-то проекты можете вместе реализовывать, что-то такое вот, помогать он вам может очень сильно. Чувство очень классное к вам, очень-очень классное чувство, потому что здесь любовь, забота, здесь открытость, человек вам доверяет, может рассказать вам все, что угодно, вы можете тоже ему рассказать, он не будет кому-то что-то там сливать информацию, да, он как будто вот хороший такой надежный друг. Вот. В то же время чувствует, такая забота, любовь, нежность, есть такие чувства. Много думает о вас и о том, что в будущем вы будете вместе продолжать общаться, в будущем его вы тоже есть. У него, возможно, были, я не знаю, тут написано, что от того, как будут развиваться эти отношения, зависит
здесь зависит от вас все. Зависит от вас, от него. Вот от него в большей степени зависит, и возьмет ли он это все в свои руки или нет, потому что у него был опыт жизненный, который был не очень приятный, где его не оценили, где его не выбрали, где, знаете, он старался, а его как бы сказали: ну тебя, да, я вот другого выбираю, да, как бы ты мне не нужен, да. Ему разбили сердце, ему было очень неприятно, потому что он был открыт человеку, а человек так им воспользовался, знаете, и выбросил. Поэтому здесь все зависит от него, может ли это перерасти во что-то серьезное. Он меня учит. Любовное чувство, есть ли у него любовное чувство? Вы для него как-то целый мир. Тут, знаете, любовное чувство, вы для него вообще целый мир. Нет, это не то, что любовь. А что тут есть? Тут как будто глубина какая-то. Так, ну-ка еще раз. Тут чувствует твою любовь. Вы знаете, здесь он как будто к вам чувствует больше уважения. Он видит ваши достоинства. И как будто вы такая женщина достойная, знаете, большего. Как будто он до вас не дотягивает. Вот так он ощущает, да? Как будто вот вы такая, ну, крутая. Вы не станете чем-то жертвовать ради другого человека здесь, да? Если это будет идти вопреки вашим чувствам. Сейчас еще на другой колоде посмотрим этот вопрос. И вот чувство очень вам нравится. Ну, у него к вам классные чувства, конечно, классные. Сейчас по любви конкретно. Тут, знаете, тут уважение, восхищение, любовь и дружба. Здесь, знаете, как-то дружба, открытость. Я не знаю, может ли дружба перерасти прям в страсть такую, в любовь. Тут пока больше такое, знаете, что восхищается очень. Любит ли любовные чувства? Любит ли? Как будто он до вас, как будто, ну, недостоин он вас. Как будто, вы понимаете, он здесь чувства такие, здесь не показывают любовь или нет, здесь показали то, что как будто он вас недостоин, как будто вы такая, знаете, офигенная женщина, независимая, знаете, чего вы хотите, знаете, как уметь, ну, зарабатывать деньги, знаете, как доставлять себе удовольствие. Вы такая женщина, которая приковывает к себе взгляд и нравится не только ему, а он как будто ему еще учиться до вас. Понимаете, он не может как будто предложить вам то, что, вот, чего вы достойны. Вот у него такое вот восхищение, что вы достойны большего, он вам не может это предложить. Но любит ли он? А то... Слушайте, а у него есть чувство к вам. Ну, знаете, как сказать, ему с вами, у него здесь нет такого, что прям люблю, не могу, да, но у него есть чувство, когда с вами хорошо. У него, видимо, только начинается, может быть, или он еще не понимает. Здесь пока что ему классно с вами проводить время, ему классно с вами общаться. Ему, он вообще, когда с вами, ему, не знаю, вот чувство любви у него, вот здесь по кубкам просто 9 кубков, ему очень классно с вами, но он старается это чувство не показывать. То, что его переполняет чувство, то, что у него вот это внутри все поднимается от вас, он это скрывает. Нет, тут пока закрыто. Тут непонятно пока. Он бы хотел бы вас завоевать. Да. Подожди, говорит, ты узнаешь. Я спросила, ну, здесь он бы хотел бы вас завоевать, конечно, но не хотел бы, чтобы вы чем-то жертвовали. Не знаю, здесь он хотел бы...
Подожди, говорит, ты узнаешь. Я спросила, есть ли у него кто-то. Он, подожди, говорит, ты узнаешь. Свободен он? Вроде бы свободен. У него, возможно, он тут свободен показывает, да, но у него, возможно, есть какие-то зависимости от семьи. Здесь дьявол еще вышел, дьявол на будущее, то, что он тут не может как-то действовать. Дьявол это зависимости тут у него какие-то. То есть он не может принять решение по будущему. Возможно, зависимость от семьи, от семейных каких-то, семейные предрассудки, может быть, какие-то есть у него, знаете. И он думает, надо же, чтобы все было по-честному, надо же, чтобы вот как все открыто, он хочет, да, но какие-то, что-то с семьей у него есть какой-то затык. Не показывают, не говорят чего-то. Какие-то семейные такие есть правила, от которых он зависит. Ну, то есть он может от этого избавиться, но он пока что не может. Не может пока. Это у него в голове происходит, но он думает, что не может. Хотя на самом деле может она избавиться от этого. Что-то, видимо, принято у них в семье или как-то вот. А он может это поменять легко, кстати. Но он почему-то зациклен на этом, не знаю, что такое. Какие у вас отношения могут быть? Пока что тут не могут быть отношения. Здесь как будто внутренняя борьба происходит, и здесь не определено еще, в каких отношениях вы можете быть. Пока сохраняйте свою позицию. Посмотрите, как он будет себя вести. А он будет также вести по-дружески, он будет, кстати, также вести себя, проявляться очень приятное общение с ним. Как сделать так, чтобы он показал свои чувства, это будет сделать очень тяжело. Чтобы он показал свои чувства, что вам сделать, тут вы ничего не можете сделать. Здесь, видите, здесь ему показать свои чувства очень тяжело. Да, относиться он к вам будет хорошо, нежно, ласково, заботливо, но вот показать свои чувства, сказать о них, для него это просто какой-то переворот, я не знаю, для него это какое-то что-то такое, знаете, как с ног на голову. Возможно, ему признавались в чувствах девчонки раньше, ему трудно, вот знаете, девчонки все время проявлялись, а тут ему надо, для него вот это вот сложно, может быть, это. Да, он не может сам проявиться. Может ли он сам проявиться? Он не может. Как будто не может, нет. Понимаете, он здесь, если проявляются девчонки к нему, да, то, что он нравится женщине, то он здесь уже может руководить парадом. Здесь он уже знает, он уверен, что он нравится, а здесь он еще не понимает, и он не может проявиться, потому что он боится. Для него это что-то новое, это для него что-то такое страшное, а вдруг он вам откроется, а вы не примете его вот это вот чувство, не воспримете его серьезно, он боится. Для него это что-то новое такое. Он не умеет общаться, знаете, не то, что с вами, он не умеет общаться с такими шикарными женщинами, как вы, потому что вас он возвысил до уровня идеальная женщина для него в его глазах. Та женщина, которой нужно прислушиваться, которую нужно любить и заботиться, и вот эта женщина достойна всего самого лучшего, да. Вы такая женщина для него, и он не знает, как общаться с вами, он не знает, как, для него вы слишком крутая, слишком классная, вот он так считает нужно, что ему еще расти и расти до вас, чтобы быть достойным. Он вам может дать уверенность в себе и любовь. Он вам может дать это. Что он вам может дать, я посмотрела. Он вам может дать любовь, наполненность, уверенность в себе. Уверенность в том, что вы самая красивая, любимая. Он может вам это дать, вот это вот.
Что нужно сделать, чтобы он показал свои чувства? Да вот видите, он сам затык на нем. Все возвращается к нему же самому. Он сам должен разобраться в себе. У него какие-то такие устои, семейные, что-то такое, вот такое вот железобетонное, да, вот с детства вот он, и все. Вот. Что-то у вас будет, какой-то праздник, кстати. На каком-то празднике, вот будет какой-то праздник, да, на каком-то празднике, возможно, он решится, какие-то действия от него будут. Блин, он может не воспользоваться, он может не воспользоваться каким-то случаем, знаете, жизнь ему подкинет шанс, а он может его не взять. Вот не знаю почему, что ж такое у него происходит. О работе. Нужно говорить о работе почему-то. О чем с ним говорить, чтобы вот это вот вывести его на нормальный уровень. Нужно говорить о работе. Как так о работе? И все. О работе. Он почему-то не сделает выбор. Он, видите, он стоит перед выбором, опять же. Здесь говорят карты, не обманывайте себя, не думайте пока о нем, не обманывайте, как есть, так и есть, время покажет, но он не сделает как будто выбор, пока в ближайшее время он не может проявить, не может сделать выбор. А на каком-то мероприятии он может выпить, не знаю почему, и сказать вам, рассказать, что он чувствует, что у него происходит на сердце. Да, вы можете узнать, кстати, на каком-то мероприятии, да, вот эта вот выпивка может развивать ему язык. И вы можете узнать то, что вы не знаете, то, что скрыто. Он может вам это выболтать, ну, так по легкомысленности, может вам все выболтать, все сказать. Так что после какого-то вашего разговора ситуация может у вас развиваться быстро, начаться стремительно. Вот, в общем, на каком-то мероприятии он выпьет, вы можете с ним все обсудить, он вам все расскажет, может рассказать о своих чувствах, да, болтнуть лишнее как раз-таки, что давно хотел сказать, может быть. И у вас могут начаться отношения. Здесь может какое-то предложение поступить от него, может это, да. То есть оборону свою скинет немножко. Может такое быть, не знаю, в чем так показывает. Да, и здесь, знаете, здесь будет как-то честно, открыто. Вы ничего не будете скрывать друг от друга. Здесь можете рассказывать друг другу все как есть. Здесь как будто такие чистые, открытые отношения, когда вы радуетесь, когда вы вместе, когда вы доверяете друг другу. Здесь, когда из дружеских отношений перерастает, очень классные чувства. Очень классные. В дальнейшем, через очень долгое время, здесь можно отношения перевести в статус серьезных, но здесь очень много будет борьбы, очень много страха, противоречий, прежде чем вы сможете построить серьезные отношения. Да, здесь нужно будет побороться со всем миром, чтобы отстоять свое счастье. Здесь как бы так. Потому что, знаете, у него неустойчивое положение. Да, здесь ему до вас как-то расти, как будто вы королева, а он пажик. Понимаете, ему надо до короля вырасти. Поэтому тут так. Блин, тут, ну, здесь есть чувства, о которых он постоянно думает, то, что здесь о вас думает. Любовные там были, да, но он на них не хочет признаваться. Он вообще не хочет себе признаваться ни в чем. Нет, он уже тут говорит, хватит уже, говорит, на меня смотреть. Хватит уже тут, говорит, лазить, он закрывается. Он закрывается, короче, тут уже не могу посмотреть. Сейчас.
Но опять же, дружеские чувства. Ну, здесь почему-то вы его отталкиваете. Смотрите, какие у него чувства. Он к вам лезет целоваться, а вы такая, ну нет, да? Где тут? Ну, почему не настраиваешься? Вот, смотрите, он к вам лезет целоваться, а вы его типа, уйди, противный. Есть чувства, есть, конечно, да. Но он их будет скрывать. Он вам может рассказать, когда выпьет. Видите, тут опять показано, что, вот видите, тут ему наливают бокал, и вот он тогда расскажет о своих чувствах. Ну, что он, возможно, вас-то недостоин. И здесь больше сомнений, знаете, здесь больше дружеские чувства, сомнения. Вот. И думает о том, что были бы классные отношения вместе. Десятка кубков здесь есть. Да, если вы согласились, но видите, он до вашего уровня не дотягивает. Но если бы вы согласились, он думает, да, то тут могли бы быть классные отношения, серьезные, тут любовь. Чувство есть, но он борется. Он еще не то, что борется, чтобы вам что-то доказать, он борется, чтобы себе, с самим собой борется. Да, тут по-честному как-то будут развиваться отношения. Он все расскажет, как есть, ничего не будет скрывать. Тут будут честные, открытые отношения. Но ему надо еще в себе разобраться. Себе. Как это все сделать? Это же не так легко. Пока не трогать его. Да, пока не трогать. Вы тут ничего сделать не можете. Что-то, тут пока не надо. Ему нужно что-то подумать. Да, видите, и выбор сделать ему нужно. Ему. Когда мужчина ничего не делает, он думает, он может отдалиться, чтобы принять решение. Это нормально для мужчины. А наше дело для девчонок лучше надо выглядеть красиво, не переживать, просто заботиться о себе. Он появится, если все решит внутри, определится. Он как будто за вами наблюдает издалека, любуется. Хочет слышать ваш голос, очень любит ваш голос. Любит за вами наблюдать просто. Наблюдать, вот самое, тут вот больше всего карт выпадает, любит за вами наблюдать. Любит смотреть на вас, какая вы. Вот, очень любит. Вот какая вы внешняя, ваш голос любит. Наблюдать, вот следить, смотреть на вас, вот это прям для него прям вообще супер. Как вот кот смотрит на что-то такое, что его завораживает, да, как, не знаю, и восторг, и красота тут. И тут, в общем, он любит на вас смотреть очень, вот такое вот есть. Здесь могут как-то быстро начать развиваться отношения. Ему нравится за вами наблюдать, за вашими эмоциями, ему нравится ваша спина, вид сзади нравится ему почему-то. Но, наверное, когда он на вас смотрит сзади, вы его не смущаете своим взглядом, и он может вас рассматривать. То есть он очень любит на вас смотреть. Как будто, знаете, что-то такое. Тут просто колода такая, я не стала ее показывать, потому что тут картинки. Вот. То есть очень любит за вами наблюдать ваше тело, вы вот вся вот просто любит за вами наблюдать. Пусть наблюдает чего, пусть решается, все-таки мужчина должен действовать, да. Вот, пусть принимает решение и решается.
Да, тут как бы он решает. Он решает. А вам нужно просто принимать. Если он вам предложит свидание, общение, выпить чайку, кофейку, поболтать, посплетничать, все что угодно. Вам просто нужно принимать его действия, здесь показывается. Он действует, вы принимаете его действия. Он захочет поговорить, там пообщаться, куда-то сходить, вы там просто соглашаетесь, давай сходим, да, здорово, было бы здорово там, да. Вот, здесь как-то так. Просто принимайте то, что он вам будет давать. Вот, здесь так вот получается. Интересно. Ну, здесь тяжело, конечно. Ну, вот из-за его вот этих вот, да. Но во что-то серьезное перерасти, видите, здесь говорят, здесь очень тяжело. И пока что как будто это невозможно, чтобы это переросло во что-то такое серьезное. Вот когда пойдет выпивка и все дела. Я не знаю, почему здесь бокалы. После того, как будет выпивка, он будет готов на все. Десятка пентаклей. Видите? Я не знаю, после какого-то мероприятия, после какого-то праздника, как будто сейчас это тяжело и невозможно быть вместе. Не знаю, но вот все изменится после какой-то ситуации. Вот. Может измениться, по крайней мере. Если воспользуется, если не побоится все поменять. А он не побоится, кстати. Здесь как будто вот вы должны были встретиться, вам нужно что-то пройти вместе. В общем, неспроста вы встретились, что-то пройти вместе. Смотрите, чтобы провести время вместе классно, вы можете создать вместе счастливые моменты, о которых потом будете вспоминать. Что-то прекрасное можете друг другу дать. Что-то такое, не знаю, приятное очень, что-то очень хорошее. Перерождение, как заново все родится, да. Опять кубки. Кубки это чувство, любовь. Может, но сейчас как будто это невозможно. Нет, он категорически просто нет. Ну ничего. Стрела Амура пронзит его сердце, да. Ну там посмотрите, как будет развиваться ситуация. Вообще развитие событий возможно разные просто. Это зависит от того, как вы поступите в разных ситуациях. Вот что будет происходить, как вы будете действовать. Как он будет действовать. Все возможно. Да. Ну классно, здесь вы можете, очень хорошие воспоминания могут у вас получиться тут, в общем, да. Приятные эмоции такие. Ну и он вами восхищен, это уже плюс, это уже супер просто. Безумно вас будут ревновать, кстати. Да, спина ваша нравится, вот наблюдать за вами любит со спины, со стороны. Вот. Да, тут вот смотрите, еще подсказка вам. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. То есть рискуйте. Если будет такой шанс, да, не отказывайтесь. Если он предложит вам попробовать там быть вместе, да, что-то такое, не отказывайтесь. От его предложения не отказывайтесь. Не воспоминания хочу, а семьей. Семейные воспоминания могут быть. Здесь карта хорошая была. Я имею в виду, видите, тут десятка кубков была же, семья, дети, тут ребенок как раз-таки у вас показано, что тут ребенок, все счастливы. Ну, то есть это возможно, да. Приятные воспоминания. То есть в то время, когда вы познакомились, были вместе, как все начиналось. Тут очень хорошая семья может быть, любящая, когда он вами восхищен. Представляете, это вообще супер. Когда вот мужчина восхищается женщиной, это кайф. Он вам много может дать уверенности в себе. Ребенок тоже может быть, возможно. Вот. Так что тут так.
Интересно получилось. Так. Так, сейчас я быстренько донаты посмотрю. Надо будет тогда уже заканчивать, наверное. Да. Еще хочу посмотреть, где деньги. Где деньги лежат. Может, кому-то надо? Я все поняла, спасибо большое. Вам тоже спасибо. Спасибо, что пришли на эфирчик. За ваш вопрос тоже спасибо. Хочу посмотреть про деньги. Где ваши деньги? Если кому-то нужны, ну, общий расклад, если кто-то зайдет, посмотрит про деньги, где ваши деньги, денег нет. Где ваши деньги? Они не лежат в этих в куртках, в карманах, где-то еще. Нету там ваших денег. А где они, да? Рискуйте, деньги будут тогда, когда вы начнете рисковать. Но только риск должен быть оправдан. Вы не должны прыгать, видите, в пропасть. Риск должен быть оправдан. Вы должны видеть. То есть здесь вы, если будете рисковать неоправданно, вы можете потерять в деньгах. Еще больше потерять, то есть денег не будет. Вам нужно грамотно подсчитывать, рассчитывать все риски. Вообще бюджет лучше вести на то, что вы тратите. Потому что здесь как будто вы можете тратить больше, чем вы зарабатываете. Поэтому подсчитайте. И здесь нужно вкладываться в себя. Чтобы заработать деньги, нужно становиться достойным, классным специалистом. То есть никто не рождается со знаниями, сразу все знает. Нужно вкладываться в себя, учиться. Да. Подсчитывать свои деньги, смотреть, на что вы тратите, не тратите на лишнее. Здесь нужен контроль денег. Здесь просто нужно взять деньги под контроль и вкладываться в свою реализацию, в свои вот эти вот достижения, в себя вкладываться, в свои знания, видите. И нужно четко знать, чего вы хотите. Когда вы четко видите, когда вы контролируете, когда вы, например, ведете бюджет, четко откладываете на что-то такое грандиозное, да, на недвижимость, на переезд, не знаю, на машину, на что-то еще, то у вас это получится. Но вам нужна четкая цель. То есть вы определенную сумму надо отложить, не нужно ее трогать, не нужно рисковать ни в коем случае, не нужно прыгать вот как вот здесь вот в пропасть, когда вы можете потерять все. Это вот, ну, здесь так вот по деньгам, да, кто-то смотрит, не знаю. Вот что хочется, то и рассказываю. Может, кому-то надо. Быстренько так посмотрели. Давно не вытаскивала, так хочется, ну, конечно, все карты бы взять. Столько много колод, все посмотреть, все рассказать. Вот. Ну что, эфиры у нас проходят по субботам пока что, но так как я уснула сегодня, я думаю, может быть, в пятницу уже эфиры вечером проводить, хотя бы в пятницу я еще не знаю, хотя я могу быть уставшей тоже. Посмотрим. Очень рада, что вы все сегодня пришли, кто сегодня на эфирчике. Пусть у вас все будет хорошо, пусть все получится. Берегите себя, одевайтесь тепло, а то холодно сейчас. Я всех обнимаю, целую, пусть у вас все будет хорошо. Вот, увидимся с вами в следующую субботу. Приходите, подсказки у нас бесплатные, вопросики там 250 рублей донатик. Вот, так что приходите. Все, буду заканчивать эфир. Все, пока, увидимся с вами в следующую субботу. Пока.